Привет! Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Да, многие из вас любят смотреть мой канал из-за того, что я занимаюсь строительством землянки, либо какими-то другими активными действиями, связанными со стройкой. Но сегодня этого не будет, к сожалению, для многих из вас. В планах хорошо провести время на природе, отдохнуть, приготовить себе вкусные еды. Ну и основная задача у меня — это пристрелка арбалета. Я хочу настроить прицел для точной и кучной стрельбы. А в конце посещения мной землянки будет очень интересный и, возможно, для кого-то приятный сюрприз. Поэтому садитесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе. Приятного просмотра! В последний раз перед уходом домой поставил фотоловушку, и ровно неделю меня здесь не было. Интересные кадры есть. Ну да ладно, давайте не будем сейчас отвлекаться, посмотрим фотоловушку и кадры с нее в землянке. И, кстати говоря, у меня сегодня в землянке ночевали гости. Да, когда я строил землянку, я очень надеялся, что не только я ее буду посещать. Ну, слава богу, уже у меня в гостях в моей землянке побывали и Дмитрий Клычков с канала Походный Оптимист, и Илья Колчин с канала Тайные Тропы. Неоднократно уже здесь бывал мой брат. Ну, также был здесь Андрей Вездеходов, если помните записку. В тетради запись оставлял он. Ну, а сегодня опять-таки ночевал мой брат, но уже со своей дочкой. Сейчас они находятся там, они знают, что я приеду, но во сколько я приеду, они не знают. Я не предупреждал их и хотел бы сейчас сделать интересный сюрприз. У меня сегодня с собой есть квадрокоптер. Сейчас я его здесь запущу, тут метров 400-350 лететь. Посмотрим, что они там делают, чем занимаются, ну и, может быть, поприветствуем их таким образом. Так, ну что, полетели, посмотрим, чем они там занимаются. Так, еще нужно направление выбрать, куда лететь. Ну вот, по тропинке полетим. Ага, вот она, тропинка идет, по которой я бревна таскал, если вы помните. 25 километров это натоптал с бревнами. Да, ее прям видно хорошо, тропой. Так, ну вроде бы вот, да, территория, где находится землянка. Вон и деревья поваленные вижу. О, вижу, кто-то ходит. Ну, судя по одежде, это дочка брата. О, испугалась девчонка. Побежала брата звать, наверное. Ну, в смысле, отца. И аккуратней, сейчас собьете мой квадрокоптер. Пойдемте в землянку.
Погода обманчивая. Вроде бы с утра солнышко выглядывало. Вышел тепло. А вот сейчас по лесу иду и жалею о том, что не взял шапку. Благо есть капюшон. Все-таки рановато еще раздеваться, хотя конец марта уже. Казалось бы, весна уже пришла, но нет. В этом году почему-то в Самаре зима у нас затяжная какая-то. Календарная зима закончилась, а вот в плане погоды пока еще зима не хочет сдавать свои позиции и отступать. Снежак попала. Да не, она вчера, может, уже упала, да? А я сегодня пошел, нашел, вот и грызу ее потихоньку. Раз, два, третий раз пришел. Ну, хороший дровишка. А их целиком прокидаешь? Не, я их люблю пополам. А вот и главная героиня. Даша. Че, привет передавать будешь однокласснице, да, которая не верит? Таня. Да, то одноклассница у Даши не верит, что она в землянку пошла с ночевой. Ну вот, привет тебе, Аня. О, нифига себе, ты дров приколол. Вот еще это, ну его раз просто. Мы что-то отсюда брали, и там есть, в общем, еще запас. Смотри, закинь-то, пожалуйста. Сразу тоже зайду. Зайду, пожалуй. Ого, тепло как. Ничего себе, прямо вот здесь тепло даже стоит. Сидеть точнее. Он что-то снял, а ничего нет. Может, кто-то пробежал, какой-то зверь просто. Либо на компьютере надо посмотреть будет. На компьютере, да, на большом экране лучше все будет. Не, ну лиса, конечно, красавица там. Хвост у него пушистый какой, хороший был. Тут так-то кадров много, вот. А, вот вон заяц, да, ой. Динь-динь-динь проскакал. Инвалид. Как инвалид. У них это задние большие, потому что ну, да, короткие. Да. Они поэтому прыжками в основном как бы передвижение. Но он у меня сладкий. Стоп! Все, хватит. Сладкий? И, по-моему, крепкий. Что-то я прям по запаху чувствую, ну, слишком крепкий. Крепкий, хорошо тоже. Закройте двери. Холодно, да, уже? Давай закроем. А, прикинь, два нормально. А, на папе спала. Это она потом. Под утро. Видать, соскучилась, пап, можно я на тебя полежу? Ко мне тут, ну тут тесно вдвоем-то здесь. А, вот здесь вот. Ну вдвоем-то здесь, да, потом мы здесь легли вдвоем, она раз ко мне это уместилась, а я там вот лежал, она туда полезла. Ну сюда взрослого как раз класть, да, ребенка да. Туда, там тепло. Там ну, вообще да, можно было и без спальника, без всего прям. Да, тут от печи идет тепло. Да, обычно я готовлю в конце видео, но сегодня будет все немножко наоборот, потому что поездка такая спонтанная получилась, особо не планировал. И готовить хочу я бургеры с мясом и с сыром. Для этого понадобится, естественно, мясо, сыр, еще помидор один я взял. И что еще? И булочки с кунжутом. Так, в первую очередь надо поставить сковородку, разогреваться. Уже будем жарить мясо. Пока сковорода разогревается, естественно, нужно порезать булочки пополам все и нарезать помидор. О, кстати, сковорода уже почти разогрелась. Надо ускоряться.
Мясо нужно обжарить на сильном огне, прям буквально по 2-3 минуты с каждой стороны, потом переворачиваю и дожариваю на медленном огне. Ну, естественно, соль, перец по вкусу. Он встал, а заблокировался, надо снять его как-то. По идее, предохранитель все тут где-то. А это здесь. Так, ну все, мясо поджарилось. Сразу его, пожалуй, порежу сейчас здесь пополам каждый кусок. И выкладываю на прогретые кусочки хлеба сыр. И немного помидора подогрею. Прогреем с двух сторон. Все, и бургеры будут готовы. Можно их примять даже вот так немножко. Посолил мало. Все равно вкусно. Мясо невкусным не бывает. Горячий сырым. Ну и это тоже, да. О, горячий. Да, хорошо в теплой земляночке. Самому топить не пришлось. Пришел прям. Тепло, уютно здесь. Красота. Да, смола прям он выделяется. Обалдеть. Вроде бы сколько уже здесь помещений ты протапливался, а все равно. Кстати, взял сегодня крючок. Сейчас на створке установлю крючок. Хоть я и сказал, что ничего делать не буду, но что-то делать все равно буду сегодня. Немножечко. Дело в том, что створки могут от ветра открыться. Ну, вот такой вот крючок обезопасит. И открывание случайного не произойдет. По-хорошему их еще чем-нибудь покрыть. А, да у меня, кстати, краска же здесь осталась. Может быть, сейчас покрасить створки. Почему бы, собственно, и нет. Пройтись их лаком, ну или что там, краска, лак, чтобы сохранить, чтобы они дольше прослужили и дольше не гнили, не портились. Лак тонированный с антисептическими свойствами. Она когда высыхает, такая прозрачная будет, ну то есть цвет не изменится. Потому что я вот окно красил, которое во второй комнате стоит. Оно же цвет не поменяло у меня, дерево.
Еще один метатель топоров. Я когда землянку строил, топоры же здесь все метал. А, точно, да. Чургаюк. Ну. Не, я попал, не воткнул. Наступил момент, когда мы пойдем пристреливать арбалет. Взял вот такие мишени. Ну, понятное дело, что попасть там в 10 это глупо, да, то есть нереально будет. Но я думаю, просто этот листочек будет такой меткой, куда нужно стрелять. Так, сейчас надо выбрать дерево сухое, которое не жалко. А я, кстати, даже вижу вон. Да, я думаю, отлично. Можно к нему будет степлером эту мишень прибить, пристеплерить. Пока пойду это сделаю, а брат уже с арбалетом подойдет. Прицеливают обычно с минимального расстояния, потом дальше удаляется, ну, насколько я знаю. Так. «19, 20». Вот здесь 20 метров получается у нас расстояние до мишени. И я так думаю, начнем пристреливать именно с этого расстояния, а потом чуть дальше будем отдаляться постепенно. Сейчас метку поставим. 20 метров. В нее целился прям? Да. Так, первый выстрел состоялся. Надо посмотреть, куда у нас стрела попала. Но она явно куда-то вниз ушла. Нифига себе, она пробила насквозь почти все дерево. Ого. Ничего себе. Нифига. Хорошо, что трухлявая. Слушай, давай, наверное, пока этой стрелой будем стрелять. Она, прикинь, насквозь прошила прям. Не, я к тому, что это, лучше одну стрелу будем пока ушатывать. Она насквозь вошла прям. Ты по какой? По верхней этой? Я по центру, центр с центром совмещал, пытался прям так. Не, я понял. Там раз, два, три, верхний самый, да? Да. По ней. То есть, если ниже, ну, нам надо она вверх будет поднимать, если пониже не поднимать. Это для... Сейчас, если пониже... Ну да. Опять ниже. Ну, пока регулируем сам прицел. То есть вправо-влево он стреляет. Прицел выдержан нормально, настроен. А вот именно вверх-вниз пока нужно отрегулировать. Немного не можем понять, как это правильно сделать. Сейчас опять камеру здесь оставлю и посмотрим, попадем мы в цель или нет. И след вот. Да, совсем низко. Надо выше прицел поднимать. Так, Короче, одну стрелу потеряли, поэтому решили переместиться немножко. Нашли 3 березы таких совмещенных, прям они трухлявые какие-то уже, упавшие. Но теперь точно стрела далеко не улетит, и мы ее не потеряем. Вон мишень. И вот отсюда будем пристреливать. Нормально так входит. Сантиметра на 4 где-то стрела вошла. Сейчас брат выстрелит еще раз. Покажу вам. Сила, в принципе, ну, убойная у данного арбалета. И, в принципе, метров там с 30-40, я так думаю, даже можно охотиться на каких-то мелких животных. А если поставить охотничьи плечи, на этот арбалет можно поставить другие плечи, то в 2 раза мощнее будет. Ну сколько получается? Вот она вошла. 7 сантиметров где-то, наверное. Вот здесь была. Ну да, вот след. 5-6 точно. Раз, два, три, давай-ка.
мои укрепить. Прям в тройку попали. Вдвоем нормально. Одна Там, кстати, я занозу один раз засадил. А я вот тоже уже сейчас поставился. Так, чуть левее еще. Да. Сколько сможешь, а там и так. Да, левее уже почти некуда. И вверх немножко. Да, вверх. Вверх. Все, пробуем. Ага, четверочка. Но у тебя была тройка. Наверное, уже просто рука дрогнула. Ну а что, влево уже не регулируется особо? Вверх надо. Вверх поднимать. еще можно дать чуть-чуть. А влево подставочками надо будет регулировать. Угу. Там подкладывать Ну да. консерву, жестяночку. Опа. Есть контакт. Семерочка. У меня четверка была, у тебя тройка, семерка. Вот, молодец. Да, неплохо мы постреляли сегодня. Ну, по крайней мере, на расстоянии 15 метров прицел теперь отрегулирован отлично. Ну и, как и обещал, мы сейчас будем собирать вещи потихоньку. Пойдем домой. Ну, а вы можете посмотреть, как мы недавно с братом на днях буквально ходили в землянку в гости к Илью. В землянку в гости к Илье Колчину с канала Тайные Тропы. Пока-пока. Просто видео. Да, на лыжах все-таки удобнее. А я взял снегоступы. Зачем? Непонятно. Хотели провести эксперимент, на чем все-таки лучше гулять по зимнему лесу, на лыжах или на снегоступах. Пока выводы делать рано, мы сейчас по дороге идем, но уже ясно одно, что под горку на лыжах, конечно, удобнее. На снегоступах я не могу так вот съехать, как брат сейчас. Ну, а вообще цель сегодня посетить землянку нашего знакомого Ильи Колчина с канала Тайные Тропы. На куске наждачной бумаги еще одни интересные координаты. Посидеть, погреться у него там в землянке, пару часиков перекусить. Да и потом домой пойдем. Поворачиваем туда и прям несколько километров прямо идем. Сходим с дороги. Вот мы и пришли в гости к Илюхе. Прикольно. Наверное, печку надо затопить. Прогреем сейчас землянку, помещение, чтобы оно не было сырым, влажным.
Нужно его почаще протапливать. Прогреем, дров немножко заготовим, перекусим, отметимся, да и домой пойдем. Так, ну что, тогда ты печишку затопишь, а я пойду что-нибудь попилю, может, дровишки. Я еще принесу. Пора раздеваться, наверное, уже. Тепло становится уже. Где-то у него тут градусник висел. Сейчас посмотрим, какая температура. Так прям хорошо. Минус 4,9 снаружи, 9,6 внутри. Нормально, быстро, в принципе, прогревается. Сколько мы тут, полчаса находимся. Долго я думал, какой бы подарок нам тут оставить. И решил вот такую керосиновую лампу с жидкостью подарить и оставить Илье на память о нашем посещении. Чтобы было теплее, уютнее, ну и вообще атмосфернее. Дурной пример заразителен. И прилег. Я что-то тоже решил отдохнуть немножко. Хорошо. Главное не уснуть. Ну все. Поели, поспали. Да, ништяк, отдохнули. Вот и подошло наше время отдыха и посещения землянки Ильи к концу. Да, казалось бы, лес тот же самый практически.
те же сосны, те же деревья, но обстановка все равно какая-то другая. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока. Да, чуть не забыл подвести итоги. Ну, не то чтобы спора нашего с братом по поводу, что лучше, лыжи или снегоступы. Да, у каждого вида транспортного средства, ну, средства для передвижения по зимнему лесу есть свои определенные плюсы и минусы. На снегоступах очень удобно маневрировать, но нельзя развивать какую-то большую крейсерскую скорость. А на лыжах можно этого добиться на ровных участках, на каких-то склонах, можно вообще под горочку скатываться. Ну а зато на снегоступах, помимо маневрирования, очень удобно подниматься в горку. Если лыжи приходится скидывать и тащить их за собой, то со снегоступами такой проблемы нет.